Всем большой привет, меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на этом канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. В одном из предыдущих видео я рассказывала о том, что начала делать ремонт, и теперь я не могу остановиться. Мой дом в полном хаосе, в каждой комнате у меня стадия серединка на половинку, поэтому я не могу показать вам что-то законченное. И решила, что мы с вами вернемся к декору и сделаем декор буквально из мусора. Апсайклинг вам о чем-нибудь говорит? Мне да, и я заметила невероятное сходство вот этой вазы из H&M Home с бутылкой от геля для стирки. Ну, не я одна заметила, но почему бы не попробовать? И я подумала, что это еще хороший повод протестить новый рецепт массы для папье-маше, который я нашла на одном из англоязычных каналов. Там вот эта милая женщина делает такие потрясающие скульптуры. Ссылку на ее канал я обязательно оставлю в описании. Я уже делала папье-маше вот в этих видео, но там я использовала только туалетную бумагу и клей ПВА. Эта масса получается более гладкая, плотная и твердая при застывании. И автор канала называет ее именно папье-маше клей, то есть это как бы глина, папье-маше, и это немножко отличается от массы. Давайте приступать. Итак, что нам понадобится? Туалетная бумага. Она быстро растворяется в воде. Это самый простой и быстрый способ. Можно, конечно, взять обычную бумагу, перемалывать ее и размачивать. Это тогда вообще апсайклинг 50-го левела. Или хорошо использовать яичные лотки. У меня уже накопилась целая коробка, я собираюсь их тоже использовать. Полимерная шпатлевка. В рецепте сказано, что это должно быть обязательно joint compound, то есть шпатлевка для заделки швов между ГКЛ. Но мне кажется, в принципе, можно использовать любую, хотя вот эта шпатлевка Титан мне очень понравилась. Она очень густая, хорошо держит форму, в отличие от ротбанта, который я обычно использую, и он иногда бывает жидковатый, и я рассказывала об этом в предыдущем видео, когда делала зеркало. Клей ПВА и мука. Я так поняла, что можно использовать и крахмал, но в первый раз я решила строго следовать рецепту. Ну и вода. Так как рецепт американский, в нем используется такая мера, как кап, то есть чашка. Мне, конечно, привычнее с граммовками. Я, кстати, упоминала, что я когда-то пекла торты на заказ. Ну, капс так капс, и я взяла вот такой мерный стаканчик. Все пропорции я буду писать на экране и также оставлю в описании к видео. Нам нужно отмерить нужное количество мокрой бумаги. Замачиваем бумагу и отмеряем при помощи стаканчика. Потом перекладываем ее обратно в миску с водой и разминаем пальцами, чтобы волокна разделились. Снова отжимаем. Она не должна быть очень сухая, но и чтобы вода капала с бумаги, тоже не нужно. Мякушку, оставшуюся на дне, отжимаем через сито. Добавляем шпатлевку. Смотрите, какая она плотная. Мне очень понравилась, и я закажу себе еще такую. Добавляем клей. И все это хорошо перемешиваем миксером. У меня есть специальный дешевый миксер для всяких грязных делишек. И добавляем муку. Опять перемешиваем все, но уже с насадками тестомес. Также это может быть насадка лопатка или крюк. Масса получается очень упругая, однородная и гладкая. Берем нашу форму, она вообще может быть любая. И начинаем налеплять на нее массу. После того, как вся форма покрыта, начинаю разглаживать массу влажными руками и добавлять там, где необходимо.
У меня осталась масса, и я решила сделать еще одну вазу из стеклянной бутылки от сока. Я честно пыталась отклеить эту наклейку, но она приклеена намертво, поэтому я решила просто похоронить ее под массой. Также покрываю всю бутылку. В этой вазе мне захотелось сделать рельеф. Формирую вертикальные полоски и при помощи лопатки делаю их как бы более рваными. Сохнет вся эта красота несколько суток, и потом можно с ней производить дальнейшие манипуляции. Я отшлифовала горлышко. Очень удобно для мелких деталей использовать пилочку для ногтей. Там, где необходимо, я добавила немного объема шпатлевкой. Аккуратно снимаю излишки мастихином. И то же самое я сделала со второй вазой. И снова зашлифовала после высыхания. Вазы я решила покрасить. В этой я сделала ультрамариновые бороздки и использовала для этого акриловую краску. Там, где были какие-то огрехи, я соскребла краску канцелярским ножом. Вторую вазу я решила покрасить губкой. Намешала сложный цвет и тамповала губкой в несколько слоев разными оттенками. В процессе я подумала, что можно сделать какой-нибудь паттерн, но это вам так на заметку.
И вот что получилось. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такая идея и техника, и хотели бы вы что-нибудь попробовать сделать из этой массы. Мне кажется, можно придумать кучу разных вариантов. Обязательно подписывайтесь на мой канал, и до встречи в новых выпусках.